Привет, друзья! Сегодня в Германии за ее пределами сразу несколько тем, которые вызвали бурное обсуждение. Почему альтернатива для Германии бьет рекорды в вопросах и как реагируют традиционные партии? Что сказал Маркус Зёдер в адрес Роберта Хабека и к чему это может привести? Также я расскажу о налогах, которые напрямую затрагивают фермеров, и о глобальной политике. Саммит в Китае собрал более 20 лидеров стран и подчеркнул изменения в международных отношениях. Кроме того, вас ждут цифры о зарплатах в BMW и Volkswagen, история афганцев, ожидающих переселения в Германию, планы по модернизации немецких портов и борьба с изменением климата. Смотрите новости до конца, будет интересно. А если вы хотите быть в курсе самых актуальных последних новостей, подпишитесь на канал прямо сейчас. Итак, опрос общественного мнения показывает ощутимый сдвиг в электоральных предпочтениях жителей федеральной земли Саксония-Анхальт. Согласно свежему социологическому опросу Института Инфратес, если бы выборы в Ландтаг проходили в ближайшее воскресенье, партия «Альтернатива для Германии» получила бы 39% голосов, существенно опередив традиционных соперников. На втором месте расположился Христианско-демократический союз, чей рейтинг снизился до 27%, хотя еще в июне было 34%. Таким образом, «Альтернатива для Германии» увеличила свой результат примерно на 18-19% пунктов по сравнению с результатами выборов 2021 года, тогда как ХДС, напротив, потеряла позиции. Замыкает тройку левые около 13%, за ней социал-демократы с рекордно низким уровнем поддержки на уровне 7%, и новая партия Союз Вагенкнехт с 6% голосов. Зеленая и свободно-демократическая партия остаются вне Ландтага, у первых около 3%, у свободно-демократической партии даже меньше, они объединены в категорию «прочее». Несмотря на лидерство «Альтернативы для Германии», почти половина респондентов, 47%, все еще предпочли бы правительство во главе с ХДС, тогда как 37% высказались за правительство «Альтернативы для Германии» и 16% еще не определились. Интересен и политический фон. Еще не объявивший о своем участии в выборах действующий премьер-министр Саксонии-Анхальт, представляющий Христианско-демократический союз, сохраняет высокую популярность. Его рейтинг одобрения достигает 59%. Таким образом, остается ощущение, что политическая арена региона готовится к переменам. Хотя «Альтернатива для Германии» лидирует в текущем опросе, предпочтения относительно будущей исполнительной власти разделяются, а ключевую роль по-прежнему играют традиционные партии и известные лидеры. А дальше еще интереснее. В эфире программы Маркус Ланц 3 сентября 2025 года премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза ХСС Маркус Зёдер вновь раскритиковал бывшего министра экономики Роберта Хабека, заявив, что тот наделал дел в своей политической деятельности. Зёдер подчеркнул, что Хабек, по его мнению, не справился с возложенными на него обязанностями и допустил значительные просчеты. Кроме того, Зёдер выразил недовольство в отношении системы перераспределения финансов между федеральными землями, назвав ее крупнейшей несправедливостью, существующей в Германии. Он отметил, что эта система приводит к тому, что более богатые регионы вынуждены поддерживать менее обеспеченных, что, по его мнению, несправедливо и неэффективно. Зёдер также высказался в поддержку идеи регионализации налога на наследство, утверждая, что федеральные земли должны иметь возможность самостоятельно устанавливать ставки этого налога. Он считает, что такая мера позволит более справедливо учитывать экономические реалии каждого региона. В ответ на эти заявления представители других партий выразили обеспокоенность возможными последствиями таких реформ. Они подчеркнули, что изменения в налоговой системе и перераспределение финансов могут привести к увеличению социального неравенства и усилению региональных различий. Обсуждение этих вопросов продолжается в рамках коалиционных переговоров, где будут вырабатываться решения, направленные на сбалансирование развития всех регионов страны. И еще одна важная новость для фермеров Германии. Министр сельского хозяйства Алоис Райнер заявил, что налоговая льгота на дизельное топливо для фермеров сохранится. Ранее правящая коалиция решила отменить эту субсидию, что вызвало протесты аграриев. Однако Райнер подчеркнул, что несмотря на необходимость экономии в других областях, поддержка сельского хозяйства остается приоритетом. Он отметил, что как бывший специалист по бюджету всегда стремился соблюдать финансовые ограничения, но в данном случае исключение оправдано.
Также министр сообщил, что урожай 2025 года оказался успешным, особенно в отношении зимней пшеницы и яблок. Он признал, что климатические изменения влияют на сельское хозяйство, приводят к меньшему количеству снега и морозов зимой, а также к более длительным периодам засухи летом. Тем не менее, Райнер выразил оптимизм, отметив, что текущий год был удачным для аграриев. А теперь новость о глобальной политике. В августе 2025 года в Китае прошел саммит, собравший более 20 лидеров стран, который выступает за альтернативное видение мировой политики. Мероприятие, организованное представителем КНР Си Цзиньпином, продлилось 2 дня и прошло в Тяньцзине. Среди участников были президенты, премьер-министры и другие высокопоставленные представители, большинство из которых придерживаются собственной политических моделей развития. Тем не менее, саммит привлек внимание и подчеркнул растущее влияние Китая в глобальной политике. В ходе саммита обсуждались вопросы, касающиеся глобального порядка, экономического сотрудничества и безопасности. Лидеры стран выразили стремление к многополярному миру, в котором их государства играют более значимую роль. Особое внимание уделялось укреплению связей между участниками саммита и противодействию западному влиянию в различных регионах мира. Однако саммит показал также ограниченное участие Европы в международной повестке. Отсутствие европейских лидеров на мероприятии подчеркнуло их дистанцирование от новых глобальных процессов. Это отсутствие участия европейских стран в этих форумах может свидетельствовать о их ослабленной позиции в формировании будущего мирового порядка. В целом, саммит в Китае стал важным событием, отражающим изменения в глобальной политической картине и поднимающим вопросы о роли Европы в новых международных отношениях. И еще финансовая новость о доходах в крупных компаниях Германии. Согласно последним данным, опубликованным на сайте Focus, зарплаты сотрудников крупнейших немецких автопроизводителей, таких как BMW и Volkswagen, варьируются в зависимости от должности и уровня ответственности. Сотрудники с руководящей ролью в BMW зарабатывают в среднем 81 681 евро брутто в год, в то время как Volkswagen эта цифра составляет 79 959 евро. Без руководящих обязанностей средняя зарплата в BMW составляет 62 329 евро, а Volkswagen 67 745 евро. Для технических специалистов, таких как инженеры, зарплаты также различаются. В BMW инженеры получают около 66 100 евро в год, в то время как в Volkswagen эта цифра достигает 84 900 евро. Сотрудники, которые занимаются сборкой автомобилей, получают от 42 700 до 43 400 евро в BMW и от 48 400 до 54 000 евро в Volkswagen, в зависимости от опыта и квалификации. Дополнительные бонусы и премии также играют значительную роль в общей компенсации. В BMW сотрудники могут рассчитывать на бонусы, составляющие до 28% от годового оклада. В Volkswagen сотрудники получают бонусы, которые могут достигать 4735 евро в год. Таким образом, несмотря на схожие масштабы компании, зарплаты и бонусы сотрудников BMW и Volkswagen могут значительно различаться в зависимости от должности и уровня ответственности. И это еще не все. Группа из 210 афганцев обратилась с открытым письмом к канцлеру Фридриху Мерцу, в котором выразила тревогу по поводу своей безопасности и затягивания процесса переселения в Германию. По их словам, они уже были одобрены для приема, однако вместо того, чтобы быть перевезенными в Германию в течение нескольких месяцев, они оказались в длительном ожидании, часто находясь в условиях неопределенности и волнения. Некоторые из них уже несколько лет живут в Пакистане, опасаясь за свою жизнь. Недавно в Германию прибыла, я напомню, группа из 45 афганцев, получивших визы через судебное разбирательство. Министерство внутренних дел сообщило, что среди них нет местных сотрудников, однако все они прошли полную процедуру приема и проверки безопасности. В то же время, по данным Министерства иностранных дел, около 2300 афганцев, из которых 2100 находятся в Пакистане, все еще ожидают выезда в Германию. Ситуация осложняется тем, что после захвата власти талибами в августе 2021 года в Афганистане сохраняются серьезные ограничения прав и свобод, особенно в отношении женщин. Это усиливает опасения тех, кто еще не успел покинуть страну. А теперь интересная новость, которая вызывает обеспокоенность. В последние годы немецкие порты, включая расположенные в Мекленбурге и Передней Померании, сталкиваются с необходимостью модернизации инфраструктуры для повышения устойчивости к изменениям климата. Согласно данным, в 2019 году грузовой транспорт в Германии выбросил, внимание, 55 миллионов тонн СО2 эквивалента, что составляет более 7% от всех общих выбросов парниковых газов в стране.
При этом внутренний водный транспорт и железнодорожные перевозки считаются более экологичными по сравнению с автомобильным транспортом. Однако экстремальные погодные условия, такие как длительные периоды засухи, могут негативно сказываться на водных путях, как это было в 2018 году, когда экспорт через водные пути снизился на 20% по сравнению с предыдущим годом. Для обеспечения устойчивости портов и логистической инфраструктуры требуется значительное обновление. Ассоциация немецких портовых операторов оценивает необходимый объем инвестиций в 15 миллиардов евро для ремонта и модернизации причалов, расширения грузовых площадок и улучшения связи с внутренними регионами. Эти средства могут быть выделены из федерального бюджета, включая специальные инфраструктурные фонды и климатические программы. Одним из примеров технологической модернизации является проект в Гамбурге, где на крупнейшем контейнерном терминале Бурчерткай внедряется автоматизированная система, включая беспилотные транспортные средства и автоматические портальные краны. Ожидается, что этот терминал станет самым современным и экологически устойчивым в Европе. Таким образом, для обеспечения устойчивости портов и логистической инфраструктуры в условиях изменения климата необходимы значительные инвестиции в модернизацию и внедрение новых технологий. Это требует координации усилий на федеральном уровне и региональном уровне, а также активного участия частного сектора. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.